Всем привет! Сегодня у нас в работе Е65 V8, 4.4 объем, 333 лошади на установку спорт-коллекторов. Перед установкой сделаем замер ее разгона. По паспорту, то есть новой и в идеальных условиях, она разгоняется за 6,3 секунды. Сейчас сделаем замеры ее фактической динамики. Итак, девочка готова к старту. На улице плюс 14 градусов. Logic активирован. Поехали. Динамика, как вы видите, совсем печальная. 9,7 это вообще ни о чем. Мне кажется, это либо очень уставший мотор, либо коробка мандит, либо очень сильно забиты катализаторы. В общем, в процессе установки разберемся. Чтобы демонтировать коллектор с левой стороны, придется поизощряться. Его демонтировать намного сложнее, чем правой. Вот полчаса танцев с бубном, и коллектор демонтирован. А вот один из ответов, почему наша машина потеряла свою динамику примерно на 3 секунды. Всем любителям внедрять пламегасители в выпускные коллекторы пламенный привет! В общем, какие-то мастера, удалив катализатор, внедрили в корпус самодельные пламегасители. Причем, помимо того, что насверлили очень мало перфорации, что также не очень хорошо, так вдобавок варили трубу с более меньшим диаметром, примерно на 1 сантиметр, чем у входного корпуса в магистраль. В общем, двигатель был задушен. Друзья, если вы планируете удалять забившийся и не устанавливать альтернативное ядро катализатора, к примеру, как вот это, то хотя бы оставляйте корпус выпускного коллектора пустым. Не внедряйте туда пламегасители, стронгеры или какие-то другие инородные предметы. Да, тепловая нагрузка немного сместится к центру выхлопной магистрали, но дайте себе честный ответ, что вам важнее, жизнь двигателя или немного укороченная жизнь резонатора. Также следующий пункт этиологии потери динамики нашей пациентки, это смотрим. У нас закидывает масло в 7-й цилиндр. Это говорит о том, что у нас либо умерли маслосъемные колпачки, что маловероятно, так как маслосъемные колпачки примерно умирают одновременно, и мы бы видели масляные нагары во всех цилиндрах, то, скорее всего, это задиры в 7-м цилиндре. Насколько они большие, нужно, соответственно, лазить винтоскопом и смотреть. Данный задир и закидывание масла в цилиндр также может снижать немного мощность двигателя. Что касательно задиров, они, кстати, могли образоваться из-за умирающего катализатора, стружка которого могла попадать в цилиндр в момент перекрытия клапанов. Что такое перекрытие клапанов и как вообще стружку может засосать в этот момент в цилиндр, можете загуглить, не буду на этом останавливаться. А мы поехали дальше. Диаметр входной трубы корпуса катализатора составляет 68 мм. Диаметр вареной трубы, внутренний диаметр, составляет 46 мм. Итого практически на 2 сантиметра диаметр меньше. Ай-яй-яй.
Так, замер после установки. На улице на 5 градусов больше, чем было при замерах до. Лоджик активирован. Поехали. Итак, подведем итоги. Удаление штатных коллекторов с колхозными пламегасителями и установка прямоточных спортивных коллекторов вернули обратно нам всего лишь 1 секунду. А если перевести это в мощность, то это получается обратно вернули около 40-50 лошадиных сил. На самом деле я был уверен, что удаление самопальных пламегасителей с зауженным диаметром и факт установки прямоточных коллекторов вернут нам обратно 2-3 секунды, и машина будет уверенно выезжать свои паспортные данные. Но в любом случае у нас положительный результат. Как минимум мы нашли и устранили одну из причин потери ее динамики. А теперь будем искать, где она растеряла свои остальные лошади. В первую очередь посмотрим 7-й цилиндр. Я думаю, собака зарыта в первую очередь там. И мы обнаружим там, к сожалению, задиры. Также посмотрим другие показатели двигателя. Будем разбираться. И обязательно найдем причину. А на сегодняшний день я прощаюсь с вами. Пока. Черный бумер, стоп, сигнальные огни. Черный бумер, если сможешь, догони. О, ментяры что-то стоят, тут что-то непонятно, что стоят. Меня, что ли, палят бандита? Угу.